Доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах. Я рада приветствовать всех новичков, которые случайно-не случайно попали на мой канал. Добро пожаловать. Гуляйте по каналу, смотрите видео, заглядывайте в плейлисты. Я надеюсь, вам видео понравится и вы оставите лайк за собой. А также напишите комментарий. Не забудьте подписаться, чтобы не потерять канал, и нажать на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. А своим постоянным зрителям, подписчикам отдельный привет, отдельное спасибо. Очень приятно вас читать. Я уже по именам практически всех знаю, потому что вы мои постоянные комментаторы. Очень приятные слова, очень приятные пожелания. Спасибо вам огромное. И я ж к вам с новым узорчиком. Это у нас ниточки Yarn Art Baby. Это моточек большой, в котором, помните, я говорила, в 100 граммах 300 метров. А этот уже немножко маленький, перемотанный. Тут было 50 граммов, получается 150 метров. Они вообще ничем не отличаются. Так, вот это ниточки, они. Смотрите, Yarn Art Baby. 100% акрил, да, моточки 50 грамм, 150 метров. И нам здесь советует производитель, чтобы мы брали крючок 3,5 миллиметра. Вот, берем 3,5 миллиметра. Угу. Итак, давайте начнем с желтенького. Яркого, классного желтенького цвета. Смотрите. Мы с вами, кто уже на канале давно, знает, да, что я делаю образцы в районе 30 петелек. Сегодня будет не исключением, но мы с вами наберем 34 петельки, так, чтобы у нас красивый узорчик лег. Итак, все как всегда. Фиксируем петельку. Так, мы ее, получается, не считаем в процессе набора петель. И теперь 34 воздушные петли. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Вот наш будущий образец. Что делаем дальше? Дальше 3 петли подъема. Раз, два, три. И в пятую петельку от крючка. Раз, два, три, 4, 5. В пятую делаем накид, вводим крючок, захватываем ниточку, вытягиваем и провязываем 2 петельки, столбик с накидом. Что делаем дальше? Накид, в следующую петельку опять ввели крючок и опять провязали столбик с накидом. В данном узоре весь первый ряд будет столбик с накидом, это уже узор. Новички, отрабатывайте навык вязания столбиков с накидом, цепочки столбиков с накидом и так далее. Угу. Так, девчат, ну не сложно. До конца ряда довяжете самостоятельно, а в конце ряда я вас встречу. Договорились? Столбики с накидом. Давайте. Итак, смотрите, вот такая вот у нас получилась дорожечка. Набирали мы 34 воздушные петельки, поэтому у нас выходит 34 столбика с накидом. Угу. Что делаем дальше? Дальше 6 воздушных петелек. Внимательно. Раз, два, три, 4, 5, 6. Поворот. Теперь делаем накид и внимательно считаем по нашей цепочке третью петельку. Раз, два, три. В нее вводим крючок, вытягиваем ниточку вот так вот, но не провязываем. Раз. Еще раз накид. Сюда же вводим крючок, вытягиваем ниточку, но не провязываем. Внимательно. Накид. Смотрите. Вот в основании первого нашего столбика вводим крючок, вытягиваем ниточку опять, но не провязываем. Накид. Вводим опять сюда же крючок, вытягиваем ниточку, но не провязываем. Пропускаем 2 столбика. Внимательно смотрите. Раз, два. В третий столбик вводим точно так же крючок, вытягиваем ниточку, не провязываем. И еще раз вытягиваем ниточку, не провязываем. Когда мы все это сделали, то мы захватили ниточку и провязываем все вместе одним махом, все петельки. Угу. А теперь вот так вот подтянули петельку, зафиксировали. 3 воздушные петли. Раз, два, три. Вот у нас такая картина получается. Накид. В центр вот этих вот лепесточков, назовем их лепесточками, да? В центр вводим крючок, вытягиваем ниточку, не провязываем. Еще раз накид, вытягиваем ниточку, не провязываем. Накид. Вот ножка нашего лепесточка, видите? Она идет от этого столбика. Вот в этот столбик опять мы ныряем, вытягиваем ниточку, вытягиваем вот так вот ее, не провязываем. Еще раз накид сюда же, второй раз. Накид.
пропускаем 2 столбика, раз, два, в третий ныряем в верхушку, вытягиваем ниточку, не провязываем, второй раз вытягиваем, и теперь только провязываем все вместе, раз, одной общей ниточкой, петелькой, и зафиксировали. 3 воздушные петельки. Видите, какая красота получается? То есть это, скажем, ну, такие вот как бы из одной части пол цветочка, и вторая половина цветочка это продолжение первого цветочка, да, получается? Вот такая красота. Специально выбирала цвета, чтобы можно было вам действительно увидеть все прелесть данного узора. Итак, накид, надеюсь, увидите. Накид, еще раз повторюсь, в центр вот этих вот лепесточков, да, видите центр? Вот. Вводим крючок, вытягиваем ниточку, протягиваем, не провязываем. Еще раз сюда же ввели, протянули, не провязываем. Накид. Вот в основание лепесточка, верхушку столбика вводим крючок, протягиваем, накид, опять протягиваем, накид, пропускаем 2 столбика и в третий вводим крючок, опять протягиваем ниточку раз, протягиваем ниточку 2. То есть каждый лепесточек представляет собой 2 накида, да, 2 протяжки. Все вместе провязали, зафиксировали. 3 воздушные петельки для следующего лепесточка. Понятно? Вот такая вот должна получаться красота. Надеюсь, она у вас получится. Вот, смотрите. Видите, лепесточки такие. Вот. Я понимаю, что принцип, как бы, надеюсь, понятен. И продолжаем до конца ряда, а в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте. Так, смотрите, какая получается красота. Ну, это всего лишь пол цветочка, да? Продолжаем этим же цветом. 3 петли подъема. Раз, два, три. Поворот. А теперь смотрите. У нас получается в каждом цветочке, да, есть вот эти вот такие вот 3 петельки воздушные, вот такие вот цепочечки, да. И мы в каждую цепочку провязываем 2 столбика с накидом. Раз, два. Потом между цепочками, вот видите, это сердцевинка наших лепесточков, вот в сердцевинку 1 столбик с накидом. Опять идет цепочка, в цепочку 2 столбика с накидом. Раз, два. Дальше идет сердцевинка, в сердцевинку 1 столбик с накидом. Опять 2 столбика в цепочку, раз, два, и так далее до конца ряда. То есть у нас весь ряд представлен столбиками с накидом, ничего сложного, согласитесь, да? И у нас как бы доформировывается наш цветочек. Угу. Смотрите. Вот. Красота. Страшная сила. Все. Самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте. Итак, смотрите. Вот мы, получается, провязали, да, полностью весь ряд столбиками с накидом. В цепочку провязали 2 столбика. И затем заканчиваем таким вот кромочным столбиком. Так. Тоже в цепочечку ввели. И здесь я хочу ввести новую ниточку. Вы можете вводить, вы можете не вводить, то есть на ваше усмотрение. Я хочу ввести, то есть последние 2 петельки столбика ввожу новую ниточку и делаю 3 петли подъема. Раз, два, три. Подтянула желтенькую, подтянула серенькую, поворот. И теперь в каждый столбик предыдущего ряда я провяжу столбики с накидом. Почему? Потому что я буду повторять полностью весь желтый ряд, то есть столбики с накидом, цветочек, столбики с накидом. Понятно? И серенькими ниточками я буду делать точно так же. Вы можете этот ряд делать, вы можете не делать этот ряд. То есть смотрите, как вам будет комфортнее, как вам будет удобнее. Тем более, если вы будете взять одним цветом, возможно, этот ряд вам не понадобится. Будете сразу же делать цветочек. Угу. Я все-таки введу серую ниточку в виде такого дополнительного ряда. Ну, понятно, да? То есть весь ряд столбиками с накидом. Давайте, если повторяете со мной, давайте, до конца ряда, в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Вот весь ряд полностью столбиками с накидом. Дальше что мы делаем? Мы будем повторять точно так же, как мы вязали вот эти лепесточки у желтого ряда. 6 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6. Так. Отсчитываем. Раз, два, три. Третью петельку. Делаем накид. И в эту третью петельку вводим крючок. Раз, протянули ниточку. Накид. Ввели сюда же крючок. 2. Протянули ниточку. Теперь наше изделие поворачиваем. И вот в верхушку первого столбика опять накид. Вводим крючок
раз, вводим крючок 2, дальше пропускаем 2 столбика следующих, раз, 2, и в третий опять вводим крючок, раз, накид, вводим крючок 2. Вот, все вместе провязали одной петелькой, зафиксировали. Угу. 3 воздушные петли. Опять накид в сердцевинку, которую мы только что сделали, вводим крючок, раз, накид 2. Дальше вот куда у нас прикрепляется лепесточек, да, верхушка этого столбика, раз, 2, и последний лепесточек пропускаем 2 вершины 2 столбиков, и в третий столбик, раз, 2. Теперь провязали все вместе, так, и зафиксировали 3 воздушные петельки для следующего лепесточка. Все, видите? Вот, точно самое будет повторяться, и все наши лепесточки, цветочки, как в желтом ряду. Понятно? То есть суть-то в чем? Всего лишь 2 ряда. Цветочки, обратно возвращаетесь столбиками. Угу. Сейчас мы делаем цветочки, обратно возвращаемся столбиками. Потом вводим желтую ниточку. Для того, чтобы ввести желтую ниточку, первый ряд у нас будет провязываться просто столбиками с накидом. То есть все будет повторяться. Все, это весь узор. Представляете? Давайте его вырастим на несколько рядочков. Посмотрим, что получается. Договорились? Давайте. Так, девчат, смотрите, что получилось. Провязала несколько рядочков. Так. Но решила, что достаточно. Желтый, серый, желтый. Потому что уже, смотрите, какой объемный образец. В первую очередь я вижу его в кофточках. В кофточках, в кардиганчиках. Возможно, это шарфики, снудики. Если это хлопочек, да, я думаю, надо попробовать, как в хлопке будет вести себя данный узор. Возможно, в хлопке он не будет таким привлекательным. Может быть, акрил, шерсть, мохер там, и так далее, и так далее. Итак, 34 петельки набирали. Давайте померяем, так скажем, по серединке. Это 20 сантиметров. Видно, да? А здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рядов. 9 рядов. Это у нас получается 12 сантиметров. Класс. Смотрите, акрил очень мягенький. Очень мягенький. Вот так вот здесь наш он тянется. Видите, как классный. Расцветочки могут быть любые. Я решила показать вам в контрасте, чтобы показать прелести данного узора, да. Но у меня еще есть небольшой такой образец в одном цвете. Видите, как он выглядит в одном цвете. То есть, если что, берите себе на заметочку, какая сторона у вас будет лицевая, какая изнаночная, какая вам больше понравится. То есть, вот такой вот вариант. Вот. И, естественно, обязательно ставьте лайк. Я надеюсь, вам видео понравилось. Пишите комментарии, куда можно использовать данный узор. А девчата, которые интересуются, куда же можно его все-таки использовать, читайте комментарии. Там может быть очень интересные идеи. И не забывайте подписываться на канал, кто этого еще не сделал. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. До новых видео. Всем пока-пока.